И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами зашли в обсерваторию Бикарны и встретили местного босса, который вроде как нам должен быть знаком с первой части, какой-то говорящий череп. Но, честно говоря, я его не помню. Вот если вы его помните, ребят, напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Так, смотрите, у нас есть жрец, которого, скорее всего, нужно грохнуть первым, потому что он будет лечить. У нас есть клеврет, который сам хилится хорошо. У нас есть знак атрофии еще вот в той стороне. В этой стороне вроде больше ничего нет. А еще, кстати, у нас два человека с ранениями. Давайте-ка мы, наверное, ребята, сейчас отдохнем сначала, если здесь получится это сделать. Да, возможно. Так, отлично. И у нас сейчас будет драка ночью. Что, в принципе, тоже неплохо. Так, ну вот это все мы уже с вами читали. Вот, поэтому... Я сейчас не буду это все повторять. Меня послал Аркемир. Так, ну что ж, поехали. Сначала убиваем жреца. Жреца больше нет, стоп. Так, что за Эйфлин такой Теок? Вот эти два чувака меня какие-то не очень радуют. Так, Трикстер есть еще какой-то. Давайте Трикстера сначала убьем. О, меня главного персонажа напугал этот Лич, видимо. Так, хорошо. Дальше. Клеврет. Короче, я сейчас пытаюсь сначала вырезать всех его адов сначала. Так, а лотом, наверное, будем запускать потихонечку. Так. Так. Тут у нас все не очень хорошо. Эйфлин Теог. Давайте Теога, потому что он бьет нашего. Так. Теперь давайте начнем жечь. Вот так. Отлично. Так, давайте подлечимся.
Нам нужно срочно подлечить Алота. Блин, Алота больше нет. Ладно, его сейчас поднимут. Так, Алота подняли. И ему надо бы уходить. Уходить. Все отлично. Так, у нас осталось Эйфлин, Клеврет. Ну, это же другое дело. Отлично, все. Все, кроме босса, умерли. Семь с половиной тысяч опыта. Отлично. Все получили по уровню. Ну и снова череп. Череп Консилота. Дает воздействие. Воздействие животного на отряд и видение Консилота. Видение Консилота. Эффекты: призвать на себя урон 5 чистый каждые 3 секунды. Призывает призрачный лик. Адрабан, плоть носителя. Так, что у него тут? Гримуар с железной застежкой. Поразительный посох Консилота. Осушающие разряды Консилота. Едкая перекачка. Так, какой-то мечик двуручный, усилие называется. Урон плюс 30%, точность плюс 8. Попадание этим оружием вызывает урон 10% в виде чистого постепенного урона. Дает грядущая погибель. Попытка снимает страх неминуемой смерти с носителя. Дает неуязвимость к воздействию на решительность, когда герой находится при смерти. Так, это, возможно, нам пригодится. Давайте посмотрим сразу. Сравним с эдеровским мечом. 27-36 у этого. Давайте посмотрим, что можно с ним сделать. Грядущая погибель и растерзание, кровоизлияние. Критические попадания могут вызвать крематорий недомогания, либо же в 15% в виде чистого постепенного урона. Так, а здесь
Дает вдохновляющая гибель, невосприимчивость к воздействию решительности, запас здоровья меньше. И героическое. В случае потери сознания оказывает эффект на область, дающий союзникам устремленность на 20 секунд и проводящий полную атаку против врагов. Героическая гибель. Интересно. Ну, в принципе, мне это нравится. Героическая гибель, правда, для нее у нас не хватает первобытного ветра. Вот. А вот здесь вот нормально. Попадание этим оружием вызывают 15%, либо же хромоту и недомогание. Наверное, все-таки лучше вот второй вариант. Хорошо. Так. Да. И теперь здесь превосходное, легендарный предмет. Давайте превосходное сделаем. Легендарный предмет, у нас денег на это нет, к сожалению. Хорошо. Так, теперь давайте его экипируем. Где он тут? Вот он. Так, ну, посмотрим. Клинок бесконечных путей я положу пока сюда. Кстати, вот это нам здесь не надо. Нам тоже здесь не надо. Я случайно когда-то нагреб, видимо, инвентарь. Быстрый доступ, кстати, зелье большого исцеления. Безжалостного взгляда, неплохо. Зелье препятствий. 30 шанс прийти цели при попадании. Зелье пронзающих ударов. Плюс 2 пробивания за оружие. Так, это неплохо. Кстати, мы здесь можем еще всякие вызывать, помните? Всяких животных. Так вот все. Так, ну что ж, давайте обыщем теперь все эти места. Факел, соль. Медный телескоп совсем недавно чистили. Обе линзы просто сияют. Ладно, сначала мы поизучаем все остальное. Так, пантера. Предмет для заданий. На этом свитке написан текст легенды Уаны о созвездии. Одна фраза в тексте подчеркнута. Потянувшись к колчану и обнаружив, что он пуст, охотница положила лук на землю. Она приготовилась сразиться с пантерой голыми руками. Я уже догадываюсь, ребята, мы сейчас будем крутить вот этот телескоп каким-то хитрым образом. Давайте сначала знак атрофии поубиваем. Отлично. Так, ну что ж, давайте снова перечитаем все эти записки. Так. Значит, одна фраза в тексте, почему-то. Потянувшись к колчану, обнаружив, что он пуст, охотница положила лук на землю. Она приготовилась сразиться с пантерой голыми руками. Когда на пути спустился туман, охотница громко засвистела и призвала зимородка. Тот порхал в воздухе между ее глаз и пел о том, что ждет ее впереди. Надев перевязь, охотница отправилась в путь из деревни. Поднявшись на холм, она осмотрела лежащую впереди дорогу. Ладно, давайте пробовать.
Поискать созвездие Охотницы. Давайте сначала просто посмотрим. Перед вами простирается звездный океан. Вы хорошо знаете ночное небо, но редко оно предстает перед вами во всей своей красе. Внезапно вы чувствуете головокружение. Звезды пропадают со своих привычных мест. Когда вы вновь обретаете способность ясно видеть, все небесные тела взрываются одно за одним, их свет свешивается. Звезды перемещаются и образуют множество подмигивающих глаз. Ну здравствуй, друг мой. Вы слышите шепот звезд, висящий под светящимися глазами. Месяц становится шире, как будто улыбается вам. Вайль? Вы осматриваетесь, пытаясь не думать слишком много о том, что происходит вверху. Некоторые тайны нужно хранить. Самый большой глаз подмигивает. Вы моргаете, звезды возвращаются на свои места. А вот, кажется, тебе не помешает свежий воздух. А вот озабоченно смотрит на вас. Так, поискать созвездие Охотницы. Вы легко находите Охотницу, поясанную звездами. Вы записываете координаты созвездия. Поискать созвездие Зимородка. Вы замечаете Зимородку сразу над парой особенно ярких звезд. И Пантеры. Вы находите Пантеру звездного полумесяца, который называют упавшим луком. Вы записываете координаты. Так, теперь смотрим снова. И все. Может, я что-то не нашел еще? Так. Может быть, вот здесь вот теперь нужно выставить что-то, я так понимаю. Давайте пробежимся тут еще вокруг. Может, тут что-то есть, но по идее нет, конечно. Ничего здесь нет. Хорошо. Так, там был какой-то порядок, насколько я помню. Сначала Охотница. Потом Зимородок. Потом, ну или не знаю. Ладно, сейчас узнаем. Механизм, управляющий планетарием, потускнел, хотя видно, что его недавно смазывали. На некоторых рычагах остались следы использования. В табличке сбоку виден след руки, стиравшей пыль. Прощусь надпись. Бикарном. Если ты считаешь это, ты снова все забыла. Ты повредила свой мозг, пытаясь написать ясность мыслей Бикарны. Мне жаль. Никогда не сомневайся в себе. Годы твоих исследований не прошли даром, пусть у тебя и не было звания Верховного Мага. Пусть они измеялись над тобой. Я знаю, ты помнишь легенду о своем любимом созвездии Уана, Охотнице. Если тебе понадобится немного уверенности в себе, введи координаты Охотницы и 3 эпизодов ее истории в планетарии. Самые мудрые из волшебников не стоят и твоего мизинца. Возвращайся к работе. С любовью, Бикарна. Вот. Если я погибну, дай слово, что сожжешь все мои книги. Он краснеет. Так. Изучить систему управления внимательнее. Рычаги позволяют настраивать числовые шкалы, которые обозначают высоту и азимут небесных тел. Нужно ввести 4 набора координат, после чего внутренний механизм шара повернется. Ввести координаты легендарных созвездий Охотницы. Выводите уже найденные вами координаты, ничего не происходит. Используйте систему управления. Вытягивайте за рычаги и вводите случайные числа вместо координат. Когда ничего не происходит, в машине начинают двигаться шестеренки, которые сбрасывают числовое значение на 0. То есть мы не нашли еще одну, получается, табличку вот эту. Ну что ж, сейчас поищем тогда. Нам нужно найти и записать эти координаты еще к тому же, получается. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. И здесь мы пока ничего не можем сделать. Хорошо, ладно, пошли вниз. Где-то, возможно, что-то пропустили. Вроде бы мы все обследовали, мне кажется. Может и не все. Давайте начнем сначала.
Вот отсюда мы зашли. А еще давайте почитаем задание. Открыть планетарий. Говорится об охотнице и 3 эпизодах. Возможно, все 4 части истории можно найти в обсерватории. Найти на небе охотницу. Для этого понадобится телескоп из планетария. Я узнал координаты созвездия. Созвездие Зимородка. Я узнал созвездие Пантеры. Охотница. Это первое. Получается. Ну да, то есть одно какое-то мы не нашли. Так, вот эти по идее все пустые, правильно? Надпись на одной из страниц гримуара гласит каменеющие чернила лаколот. Каменеющие чернила лаколот. А ну-ка, у нас тут с вами гримуарчик был. Хорошо. Давайте свитки посмотрим. Ну, маловероятно, что здесь нужно что-то кастовать, но если нужно, то надо искать этот свиток, получается. Так, ну здесь-то вроде бы особо нечего больше искать. Да, ребятки, это мне не очень нравится. Большой архив, диорама, кабинет пекарный, комната снаряжения. Ну вот неужели вот с этим как-то все связано? Каменеющие чернила колоколс. Давайте посмотрим, кто у нас их знает. Вообще, есть ли они. Леденящие когти.
видите с вами 3 одинаковых гримуара, похоже. О, так, подождите. А, ну да, все правильно. Так, давайте, наверное, уровни поднимем пока. Потом будем думать. О, если паладин выведен из строя с достаточным запасом рвения, чтобы оплатить проведение, рвение расходуется, а паладин приходит в чувство через несколько секунд. Правда, у нас рвение чаще всего заканчивается. Повышает максимальное количество усилений между передышками. Паладин с некоторой вероятностью получает рвение каждый раз при убийстве врага. Это если он его конкретно убил. Ладно, давайте повышает между передышками, это неплохо. То есть мы сможем несколько раз повышать, восстанавливать себе рвение, так сказать. Так, пиротехника. Выживание. Здесь то же самое можно сделать, а можно у бойца есть небольшой шанс получить дисциплину каждый раз, когда ему наносит критический удар. Каждый раз, как ему наносит критический удар. Ладно, давайте дает бонусный урон знакомому оружию бойца.
Коронует союзника во славу бога-жреца, наделяя все союзников быстродействия, вдохновлением, проницательностью, ума и устремленности. Силой воли может уничтожить любого духа и носителя. Вот здесь лучше усиление, потому что ее заклинания нам нужны. Блеф, механика. Использует душу союзника. Заклинания Сайфера, нацеленные на волю, переводят часть ударов критически. Давайте вот эти клинки прокачаем. Сайфером я очень мало играю, как вы заметили, наверное. А ну-ка, давайте посмотрим, есть ли здесь эти заклинания вообще. Шквал. Смотрите, это максимальный уровень. Следующий будет леденящий. Потому что вообще этого заклинания нет. Не знаю, почему вообще на это зацепился на самом деле. Малое проклятие, колокот. Ладно, видимо нет. Все-таки, значит, возвращаемся, забываем про эту идею, короче. Давайте здесь тоже возьмем на этот раз усиление. Опять же, это дополнительный заклинание. Прошу прощения. Так, ну, ребят, я не знаю. Я пока без идей совсем. Вряд ли Вайль нам бы что-то сказал. Ну, там, помните, была опция. Внимательность, то есть, если бы это было завязано на внимательности, то мы бы просто не смогли пройти задание, поэтому... О, может быть, сам череп нужно призвать, кстати, этого чувака. Хорошая идея. О, смотрите, мы таки не обыскали одно место. Ну, хотя здесь какие-то рыцари-кузнецы. Но вот есть еще одно место. Вот оно, наверное. И вот оно, Левиафан. Отлично, ребята, отлично. Потрепанный в боях гримуар еще. Дивные мучения Аркинии.
Все. Наконец-то. Наконец-то мы нашли. Да, не очень очевидное место было. Просто, как видите, здесь не сразу показывает на всю карту, да, вот где какие-то места, которые можно заюзать, а только если мы их видим. Так, подождите, а как... прочитать можно сначала? Левиафан. Вот, да. Охотница выпрыгнула из лодки как раз вовремя. Могучим ударом хвоста Левиафан разбил ее в щепки. Поискать созвездие Левиафана. Левиафана расположено скопление звезд, напоминающих лодку. Запустить механизм планетария. Ввести координаты. Как только вы вводите последние числа, раздается звук вращающихся шестеренок. Земля под вашими ногами начинает вибрировать. И смотрите, открылась штука. Изумительная палочка, кстати, это прям вот сюда пойдет. Исследование Бикарны и серебряные утоки. Исследование Бикарны. Предмет для заданий. В дневнике изложены результаты исследований ночного неба, проведенных волшебницей Бикарной. Она построила обсерваторию и изготовила особые инструменты для проверки своей теории о том, что часть волшебной энергии приходит из невероятно далеких источников, возможно, от самих звезд. Последняя запись гласит: или звезды — мертвые зоны, или моим инструментам не хватает точности. Их энергетические следы не рассмотреть за концентрированным потоком. Нет, целой рекой. Ауры душ, текущих через архипелаг. Любопытно, что скорость течения этой реки возрастает на северо-востоке, словно там она закручивается в водоворот. Что же скрывается в тех краях, что способно так влиять на поток перерождений? Впрочем, Бикарна, это выше твоего понимания. Все, вернуться к Аркемиру. Так, ну что ж, обсерваторию Бикарны мы сделали. Аркемир, по-моему, в Никитаке, да, если не ошибаюсь. Причуды Бикарны. Опять же, вот непонятно, да, где он находится. Ну, скорее всего. Аркемира можно найти в его особняке на возвышенности Перики, да. Все. Ну давайте тогда заглянем сначала к Аркемиру, а потом уже пойдем к остальным заданиям, в общем.
Возвышенность Перики, поместье Аркемира. Так, тут всякие маги летают. Кабинет Аркемира. Если хочешь узнать дорогу к обсерватории Бикарны, воспользуйся секстантом. Аркемир жестом приглашает вас говорить. Бикарна, в планетарии я отыскал этот старый альманах. Он знаком тебе? Вот как? Получается, что тебе даже не придется трудиться ради отпущения грехов? Поглаживая нижнюю губу, Аркемир внимательно изучает вас. Что ж, да будет так. Ступай за мной к зеркалу зерцалу видений. И где твое зерцало видений? Наверное, куда-то сюда. Да уж, тут прям приходится проходить, конечно. Сюда нельзя пройти. Так, ну это его спальня. Кстати, смотрите, тут сейчас никого нет. Башмаки скорости. Надо будет в Никитаке обязательно в таверне отдохнуть. И возможно, кстати, закупиться припасами, а то у нас их, по-моему, уже нет. Ну или почти нет. Мы 2 раза точно отдыхали на моей памяти. Так. Отсюда мы пришли. Сюда мы можем зайти в спальню. А, ну то есть это вот так мы прошли, получается. Все, я понял. Ну, значит, на нижний этаж, получается. А чего они на нас решили напасть?
Зерцало видения, вот оно. Ну ладно, неплохо, собрали какую-то фигню немножко. Надеюсь, он на нас за это не обидится. Кстати, смотрите, а здесь их раньше, получается, не было. Когда вы отворачиваетесь, сзади доносится дребезжание, но двуглавый скелет стоит неподвижно. Какой двуглавый скелет? Вы о чем вообще? Ну, все, что я могу сказать, раньше так не было. То есть мы здесь уже, видите, все открывали. Как бы. Так. Ну, как туда попасть я уже понял. По вот этому. Здесь что-то есть, кстати. Здесь никого, а вот здесь напротив есть. Глаза Аркемира закрыты, он полностью сосредоточен, и все его внимание сконцентрировано на мерцающем водоеме перед ним. Аркемир указывает вниз, на зерцало видений. Вы всматриваетесь в воду и видите темные фигуры, сидящие в кругу. Поверхность водоема идет волнами, так голосам, доносящимся из глубины. Погрузитесь в воду. Под поверхностью воды ваша кожа чувствует дуновение теплого ветра. Вы смотрите на круглый каменный зал, вдоль украшенный гобеленами стен которого стоят светильники. Женщины и мужчины сидят в роскошных креслах, ложив руки на подлокотники. С вашего подбородка капает вода. Верховная магия, кажется, не замечает вашего присутствия. Аумауа складывает руки и пристально смотрит на другую женщину, чьи кулаки опущены. Из рукавов одеяния Аумауа капает слизь, скапливаясь на полу. Ты не понимаешь, Колокот, мое любопытство и внимание не означают, что я одобряю ее работу. Маура равнодушно кивает. Нельзя ждать, что мы примемся оправдывать и хвалить Бекарну, только прочитав ее работу. Под столом извивается что-то зеленое. Колокот указывает вниз, сверкая вспышка, помещение наполняется запахом подгоревших моллюсков. Сначала все молчат, потом кто-то тихо смеется. Вот же скользкая тварь! Вот же ты скользкая тварь, Маура! Мы не должны пачкаться бреднями тех, кого не пустили в круг. И держи своих слизней при себе. Колокот скрипит зубами. Промолчать.
Прекратите немедленно. Аркемир нависает над вашим плечом, обращаясь ко всем в помещении сразу. Маура, пускай твои животные подождут за дверью. Аркемир терпеливо ждет, пока Маура жестами выгоняет что-то большое и темное под влажные хлюпающие звуки. Надеюсь, мы можем поговорить разумно. Наше терпение вот-вот будет вознаграждено. Он оглаживает бороду, ожидая, что вы заговорите. Я приветствую круг. Тейн подмигивает вам. Наконец-то кто-то вежливый. Вот мы и встретились снова. Надеюсь, наше расставание будет последним и сделает нас мудрее. Линград выжидающе поднимает бровь. Осмелюсь заметить, что именно мое изучение метафизики позволило кругу достичь таких результатов. А мое видение душ сильно помогло. Нингват растирает лоб обеими руками. Не знаю, зачем вся эта показуха. Продолжай, старик. Он обращается к Аркемиру. Я как раз и собирался, Верховный Маг кивает и откашливается. Он отталкивает вас в сторону, чтобы самолично управлять зеркалом видений. Бикарна не была Верховным Магом, но все мы согласны, что она оказалась близка к важнейшему открытию перед тем, как пропала трагическим образом. Аркемир забирает у вас книгу, слюнит палец и начинает листать страницы. Почему вы не признали ее? Ее работы не обладали особой ценностью. В них не было ничего любопытного или полезного до нынешнего дня. Аркемир поднимает бровь. Быть может, кто-то не хочет, чтобы это открытие было сделано. Уже из-за этого нужно изучить материалы, связанные с ее энергичными, хотя и непрофессиональными изысканиями. Брови Аркемира взмывают вверх, когда он добирается до страницы с математическими формулами и координатами. Она обнаружила реку духовной ауры, протекающей через архипелаг. Верховные маги переглядываются. Линград наклоняет голову, оставаясь невозмутимой. Мы пришли к этому заключению очень давно. Что дальше? Она сумела прочертить русло реки, когда мы только рассуждали о ее существовании. Аркемир дергает себя за бороду, вглядываясь в книгу. Куда же она течет? Аркемир отодвигает книгу в сторону и достает карту архипелага. Его палец скользит от Великого Рифа на север. Куда она течет, меня сейчас мало заботит. Я интересуюсь тем, кто идет по ней. Путь Атаса извилист, но пугающе закономерен. Палец Аркемира движется на восток, останавливается в открытом океане. Не может быть. Тейн наклоняется вперед, изогнув шею, чтобы изучить карту. Внезапно все смотрят на вас. Кажется, мы достаточно времени отняли у Хранителя. Будут какие-то последние вопросы? Не моргая, Аркемир поднимает бровь, явно готовый попрощаться с вами. Ты что-то скрываешь, что именно? Аркемир обращается к остальным магам круга. Их ответы разнятся. Кто-то качает головой, кто-то пожимает плечами, кто-то откидывается назад в кресле, ожидая, к чему все придет. Лучше я на эту тему промолчу. Если бы мы хотели рассказать тебе об этом, то не стали бы молчать. Что, а остальное я не могу услышать? Разве ты входишь в круг? Надеюсь, ты не думаешь, что мы будем делиться такими тайнами с обычным наемником. Взгляд Аркемира становится жестким, он самодовольно улыбается. Я не стану допускать взломщика до всего, что у меня есть. Почему этим заинтересовался Конселот? Ты что-то скрываешь от нас, старик? Я впервые о таком слышу. Налета подпирает подбородок кулаком и строго смотрит на Аркемира. Это было не слишком важно. Кроме того, с Конселотом снова разобрались, о уважаемая повелительница стрел. Аркемир сдержанно кланяется Налете. Твоя лесть уже прокисла. Что касается Хранителя, я думаю, что Конселот собирался продлить свое существование за счет ауры, но тебе удалось это предотвратить. Налета кивает, улыбаясь вам, но не Аркемиру. Могу ли я присоединиться к кругу? Ты спрашиваешь это, ограбив мое жилище, после того, как я из жалости сохранил тебе жизнь? Аркемир изумленно смотрит на вас. Кто-то за столом кашляет, поперхнувшись вином. Конечно нет. Это все? Аркемир машет рукой, закрывая вопрос. Уйти. Это все верховная магия. Вот тебе безделушки за службу. Хотя, конечно, ты не слишком их заслуживаешь. Считай, твой долг выплачен. Аркемир поворачивается в круг, не обращая на вас больше внимания. Поучительное открытие Аркемира. Ну что ж. Задание выполнено, ребят. Мы закончили с Аркемиром. Получили предмет. Вот этот предмет является, если я правильно понимаю, каким-то крутым... Да, каким-то крутым... Короче, все аркемировские заклинания, видимо, тут еще всякие другие. Давайте сюда. Положено. Раз.
потрепанных боях. 2. Который просто гримуар оставляем. Кстати, изумительная палочка. 12-21. А сейчас мы ходим с крылом Амира жезлом. Изумительная палочка. Что она дает? Негодный для стычки. Отклонение -5 против оружия ближний бой. Превосходное качество. Воображаемые звери. Попадание оружием с вероятностью 5% могут наложить форму беспомощного зверя на цель. Преобразует одного врага из числа разумных рас в свинью. Свинья очень плохая защита, но она может быстро бегать. Морские байки. Попавшие в заклинания могут заворожить цель с вероятностью 5%. Ну, вы знаете, это неплохо. Критическое попадание запугивает смертно. Давайте пока поменяем. Вот так. И что эту палочку можно с ней сделать? Просто мечта. Некоторое время не дает здоровья тяжелораненого персонажа достичь 0. Шанс ударить по цели дробящей волной при попадании. Воображаемые звери. Невероятные друзья. Дает невероятные друзья. Призывает на помощь пару дрейков. Попадание оружия могут с вероятностью 5% наложить ослепительные огни Аркемира на цель. Мне нравятся невероятные друзья. Призывает на помощь. Но это получается заклинание. Ладно, потом. Пока не будем ничего делать. Хотя вот я бы зачаровал ее на качество, если есть возможность. Легендарный предмет. Ну, хотя дорого. Ладно, все. С Аркемиром мы закончили. Теперь надо вспомнить, как отсюда выйти. Интересное задание, такое немножко экскурс в историю магов. Правда, я честно уже не помню, что мы там с Аркемиром вообще делали. Вот. Но интересно. Но в любом случае уже время подошло к концу, ребят, поэтому на сегодня это будет у нас последнее задание. Но в следующей части мы продолжим. В принципе, интересно. У нас, кстати, почти максимальный уровень. Если не ошибаюсь, он 20-й. Вот. То есть вот у нас 17-й. Ну как, почти. Поэтому скоро мы уже достигнем максимального уровня, скорее всего, до того, как пойдем дальше по сюжетке. Ну а на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал обязательно. И до следующей встречи.